Привет, друзья! С вами я, Евгения, и наш канал Семейный Handmade. Уже не первый год в январе я делаю ароматизированные игрушки, и это уже стало для меня некой традицией. А пока я их делаю, кофейно-ванильный аромат с нотками корицы не покидает мой дом. Не знаю, за что больше я люблю этих малышей. За их восхитительный запах или за то, что они могут стать отличным подарком и взрослым, и детям к абсолютно любому празднику. А может, за то, что в эти мордашки просто невозможно не влюбиться. Ну что ж, не будем больше тянуть, давайте приступим к работе. В первую очередь нам понадобятся шаблоны. Их я, как и всегда, заранее нарисовала и прикрепила для вас в описании под этим видео. Шаблоны распечатываем и вырезаем. Также нам понадобится любая светлая или белая ткань без рисунка. Я предпочитаю использовать хлопчатобумажные ткани, и в этот раз я выбрала отбеленную бязь. Ткань складываем в 2 слоя и переносим на нее наши шаблоны, то есть обводим их простым карандашом. Шаблоны впритык друг к другу не располагайте, оставляйте между ними минимум сантиметр, иначе у вас не останется места для припусков. Для удобства работы все заготовки я разрезала, чтобы каждая игрушка получилась в своем прямоугольнике. И все прямоугольники прогладила утюгом с 2 сторон. Прежде чем начать прошивать все заготовки, отметьте место, где будете вшивать петельку для подвеса, и сделайте саму эту петельку. Я для этой цели использую коричневый вощеный шнур диаметром 1 мм. И обязательно определитесь с местом, через которое в дальнейшем будете набивать игрушку наполнителем. Чаще всего я оставляю отверстие между нижними лапками, так как в этом месте шов получается самый незаметный. Ну а дальше берем нитку с иголкой и прошиваем игрушку по кругу, самым простым швом вперед иголку. Конечно, можно прошить игрушки и на машинке, это будет намного быстрее. Но лично у меня не получается шить на машинке строго по линии, и соответственно игрушки получаются не такие аккуратные. Поэтому я шью вручную, а вы решайте сами. Доходим до места подвеса и вшиваем петельку. И обратите внимание, что петелька располагается внутрь игрушки, так как игрушку в дальнейшем мы будем выворачивать. Я предпочитаю прошивать игрушку 2 раза. То есть сначала прошиваю ее по кругу, а потом возвращаюсь обратно к той точке, от которой начала. Так и шов получается прочнее, и торцы смотрятся аккуратнее. Теперь, отступив от места сшивания 5-7 мм, вырезаем игрушку.
И по всей длине припуска делаем надрезы. Надрезы нужны для того, чтобы после выворачивания швы нигде не тянули и не сборились. А дальше очень аккуратно начинаем игрушку выворачивать. Удобнее всего сначала вытянуть петельку для подвеса, а после уже вытягивать оставшуюся внутреннюю часть наружу. Можно и нужно помогать себе тупой стороной карандаша или ручки, или какой-то тонкой палочкой. Точно так же прошиваем все остальные игрушки, вырезаем их и выворачиваем. Единственная игрушка, с которой у меня возникли проблемы, это зайчик с маленькими лапками. Ему я тоже сначала оставила отверстие снизу, и когда начала его выворачивать, отверстие оказалось маловато. В общем, он порвался, и мне пришлось его укоротить. В итоге получилось, конечно, неплохо, но все-таки у второго такого же зайца я оставила отверстие для выворачивания и набивки сбоку. Дальше нам понадобится любой наполнитель. И у меня это синтепух, но можно использовать и холофайбер, и поролон, и даже обычную вату. Набивать игрушки удобнее не руками, а ножницами. На самом деле есть специальные палочки для набивки игрушек, но у меня их нет. Поэтому я использую для этой цели обычные ножницы. Их нужно держать слегка приоткрытыми, чтобы они захватывали синтепух и утаскивали его внутрь игрушки. Насколько сильно набивать игрушки, решать только вам. Я предпочитаю золотую середину. Не слишком мало, иначе они будут слишком худенькими, но и не чересчур сильно, иначе они будут как круглые бочонки. Особое внимание при набивке уделяйте лапкам и ушкам, но имейте в виду, что кроличьи ушки я не набиваю, только кошачьи и лисьи. После того, как все игрушки будут набиты, отверстие нужно зашить. Теперь займемся ароматической пропиткой. Она же будет выступать и в роли грунтовки. Для этой суперсмеси нам понадобится любой растворимый кофе, ванилин, у меня пакетик массой 2 грамма, молотая корица, клей ПВА, вода, в данный момент она не попала на видео, и 2 стаканчика, в которых мы будем готовить смесь. Итак, в первый стаканчик насыпаем 2 столовые ложки растворимого кофе. Сюда же высыпаем пакетик ванилина, и добавляем пол столовой ложки молотой корицы. И заливаем все это 8 столовыми ложками горячей воды. Воду нужно использовать именно горячую, чтобы все сухие ингредиенты растворились и раскрылся их аромат. И все как следует перемешиваем. Во второй стаканчик наливаем 3 столовые ложки холодной воды и 2 столовые ложки клея ПВА. В этот раз воду нужно использовать холодную, чтобы ПВА не свернулся. Как следует перемешиваем и переливаем содержимое первого стаканчика во второй. И снова все как следует перемешиваем. За ПВА уже можете не переживать. Клей разведен водой, поэтому он уже не свернется. Смесь получается липкая, вязкая и киселеобразная. И я бы даже сказала еще одну ассоциацию, но она не очень приятная, поэтому не буду. Наносить такую смесь удобнее всего плоской кистью средней жесткости. Берем игрушки и хорошо прокрашиваем их получившейся смесью. Сразу и с лицевой стороны, и с задней. Особо тщательно прокрашивайте все швы и углубления. Смесь старайтесь наносить равномерно и достаточно быстро, чтобы она не успевала подсохнуть.
иначе на игрушке после сушки появятся некрасивые разводы. И не забывайте смесь периодически перемешивать. Сушить игрушки лучше всего в заранее разогретой до 180 градусов духовке с приоткрытой дверцей примерно 7-8 минут. Я делаю это следующим образом. Устанавливаю решетку на самый верхний уровень и вешаю на нее на крючках игрушки. Крючки заранее сгибаю из проволоки, а игрушки размещаю так, чтобы они не соприкасались друг с другом и не касались стенок духовки. Котиков и лисичек просто подвешиваю и сушу, а вот зайчикам, точнее их ушкам, нужно придать желаемую форму. После сушки игрушки становятся твердыми, то есть у них появляется как бы корочка, внутри они все равно мягкие. Жесткость игрушек зависит от количества клея ПВА, добавленного в пропитку. Если захотите сделать их еще тверже, можете добавить клея побольше или нанесите второй слой пропитки и еще раз высушите игрушки в духовке. Я обычно наношу 2 слоя пропитки, так и ушки у кроликов лучше держат форму, и цвет получается более насыщенно. Кстати, второй слой пропитки наносится намного проще и быстрее, чем первый. Снова отправляю игрушки в духовку на просушку, и они почти готовы к росписи. Но сначала я советую вам взять зажигалку и аккуратно пройтись огнем по всем швам. Так вы опалите все торчащие волоски, которые остались после набивки. Эти волоски в дальнейшем будут очень сильно мешать вам при росписи, поэтому лучше от них избавиться. Для себя я делаю эскизы будущих игрушек. Так мне будет проще работать. Это вы сразу можете посмотреть конечный результат, а я на момент росписи еще не знаю, что у меня получится. Итак, простым карандашом намечаю глазки, лапки, штанишки и прочие элементы игрушкам. Старайтесь, во-первых, на карандаш сильно не нажимать, а во-вторых, рисовать максимально правильно, потому что исправить, то есть стереть карандашную линию, уже не получится, и она останется видна на игрушке. Особенно это касается тех игрушек, которые раскрашиваются не полностью. Иногда мне задают вопрос: если я раскрашиваю игрушку полностью, то зачем я ее покрываю ароматической смесью? Во-первых, аромат сохраняется даже тогда, когда игрушка полностью раскрашена. Да, он не такой сильный, но он есть. А во-вторых, эта смесь является грунтовкой, а не только ароматизатором. Ткань становится жесткой, и по ней легко рисовать.
Все наброски сделаны и можно переходить к росписи. Раскрашиваю я, как и всегда, акриловыми красками. Для работы использую синтетические кисти. Мне удобнее работать плоскими, но вы смотрите, какие удобнее именно вам. Для самых тонких линий я использую кисти 0, 2,0 и 3,0. В целом роспись достаточно понятно показана на видео. Я раскрашиваю все игрушки одновременно, начинаю с больших элементов, постепенно переходя к более мелким деталям. Все контуры сначала делаю коричневой краской, а после черной намечаю самые яркие акценты. Более подробно про роспись я рассказываю в других моих мастер-классах. Но если у вас возникнут какие-то вопросы, то смело задавайте их в комментариях, и я постараюсь вам всем ответить. А пока я раскрашиваю игрушки, вы можете подписаться на мой канал, если до сих пор этого не сделали. И не забудьте нажать на колокольчик, так вы точно не пропустите мои новые видео. А еще вы можете поставить лайк этому видео и написать какой-нибудь комментарий. Мне будет очень приятно.
Итак, игрушки раскрашены, но чтобы они стали еще интереснее, я советую немного их затонировать. Я буду делать это сухой пастелью, но если у вас ее нет, то можно взять обычные румяна или тени для век. Розовой пастелью рисую щечки и растушевываю их жесткой кистью. А коричневой пастелью тонирую торцы всех игрушек и точно так же растушевываю жесткой кистью. Покрывать лаком такие игрушки не нужно, иначе пропадет кофейно-ванильный аромат. Стирать малышей нельзя, но их можно чистить щеткой от пыли. Такие игрушки можно повесить на ручку двери или на зеркало в машину, а можно просто украсить ими свой рабочий стол. Лично у меня они всегда вызывают улыбку и поднимают настроение. Ну что ж, надеюсь, этот мастер-класс вам понравился, и вы нашли для себя что-то новое, полезное и интересное. И если это так, то лучшей благодарностью для меня, как и всегда, остаются ваши лайки, комментарии и подписка на мой канал. А на этом у меня на сегодня все. Я желаю вам всем всего самого доброго. Люблю вас всех и обнимаю. До скорой встречи. Пока-пока.